Лучше бы дома сидела бы, там, я не знаю, дети, семья, чтобы запустить или, скажем так, создать один спектакль, работает более сотни человек. Родители хотели, чтобы я стала хорошим педагогом. Я им стала, но, к сожалению, не биологией. Меня зовут Калия Толомушева, я художник. Выросла я в Бишкеке. Вообще, это второе мое образование. Первое образование – биолог, по желанию моих родителей. Родители хотели, чтобы я стала хорошим педагогом. Я им стала, но, к сожалению, не биологией для них. На втором, на третьем курсе я поняла, что все-таки хочу реализовать себя как художник. И поступила в художественное училище. Познакомилась параллельно с моим будущим супругом, вышла замуж. Пока я закончила академию, я родила 2 детей. Как-то пыталась совмещать. Мне очень не хотелось брать этот академический отпуск. Конечно, на 5 курсе, особенно когда мы писали дипломную работу, у меня уже был 2-й ребенок, грудной. И был момент, когда мне сказали: так, Аля, ты ничего не успеваешь, уходи, пока дем отпуск. Приходи там через год, через 2. Но я была уперта, я прям боялась упустить вот это время, что ли, я не знаю. И на помощь, конечно же, пришли моя свекровь, мои родственники, да. Они помогали вот нянчиться с детьми, с 2 детьми, и я успешно закончила академию. После окончания академии я открыла художественную школу «Азалия» в честь моей дочери. Мужа зовут Азамат, меня Калия. И ее имя, как бы, получается, из нас 2, да? И для нас это вот как бы семья означало. Я мечтала открыть школу именно для абитуриентов. Но когда я открывала, ко мне пришли дети. У меня своя мастерская, я пишу картины. Пишу я именно в ювелирной технике, то есть с использованием камней, страз, позолоты, серебра, эпоксидной смолы. Иногда пишу животных. Именно мне больше нравится барс, лошади почему-то. Вообще священным я считаю снежного барса. Это тоже, как мой дедушка говорил, один из священных его хранителей, что ли, вот как-то так, знаете, вот что-то мифологическое. Я на этих мифах и выросла, поэтому хочу вот эту показать красоту, изящество, да, этих животных, наверное. И, конечно, сейчас самое такое наиболее популярным мои деревья. Я могу смело сказать, что это мои деревья, да. Одна из первых, можно так сказать, в нашей стране, которая создала золотые, серебряные деревья. Я еще называю древо рода, древо жизни. Для меня древо рода — это тоже один из символов нашего народа. Как у нас говорят, знать своих потомков, родителей, джитата, да, то есть для меня это тоже очень важно, сохранить наше наследие. Это вот мой дом, здесь моя мастерская. Муж специально выделил мне кусочек моего, скажем так, места для моего творчества. Мне иногда вот как нападет вдохновение ночью или вечером, а я не могу доехать до мастерской. И вот муж такой: ты, наверное, хочешь, чтобы рядом? Я говорю: да, это вообще, говорю, предел мечтаний. Ну, мы начали застройку дома. И он говорит: у нас слишком зал большой. Говорит: ты же можешь один кусочек себе в мастерскую взять. Я говорю: серьезно? Он такой: конечно, говорит, это же твоя работа. Первый этап – это рисунок. Он занимает, в принципе, достаточно долго времени уходит на утверждение рисунка. Мне очень важно, чтобы все гармонично, чтобы каждая веточка охватывала всю плоскость холста или вот артборда. Когда мне уже все нравится рисунок, я приступаю ко второму этапу. Это уже придание объема. Он тоже придает, я пользуюсь 2 техниками, чаще всего гипсом.
То есть из гипса прям каждую веточку я наношу по направлению сверх вот этого рисунка. Работа, она идет несколько этапов. И вот после гипса мне обязательно нужно день-два, чтобы она хорошо просохла. После идет уже третий этап, процесс золочения, я его называю, мой самый любимый, но самый кропотливый, самый долгий. Потому что в первую очередь я наношу клей, а он прозрачный, иногда он немного выходит за края, иногда капается или там не там, где нужно, да? Здесь у меня золотые листы, они очень-очень тоненькие, очень хрупкие, и в миллиграммах все-таки содержат состав золота, и скажу, что он не дешевый. И я могу смело называть свои деревья, как многие говорят, золотые, потому что все-таки в составе есть. Моя самая первая работа в ювелирной технике – это как раз вот снежный барс, я его называю. Я не хотела копировать, там, конечно, другое изображение, но я пыталась эту технику как-то вот повторить. Сейчас, конечно, я вижу кучу ошибок, но эта картина для меня символизирует вот мое прям на тот момент такое прям сильное вдохновение научиться этой технике. Вот как-то вот у меня вот пока так, на данный момент. Ну и параллельно, чтобы совсем не уйти и не выходить, не так, чтобы... Я не такой человек, оказывается, сидеть в мастерской, да, там, и что-то там делать, нет. Мне нужно обязательно выходить в свет, получать вдохновение. И театр один из них, чтобы разбавить и чтобы что-то новое получить. В театре у меня такое ощущение, что я более масштабно, как будто бы, да, реализовываю какие-то проекты очень интересные. Мне очень нравится работать в команде, чтобы запустить или, скажем так, создать один спектакль, работает более сотни человек. Я об этом сама не знала. Ну, до того, как начала, да, работать. Это цех по пошиву одежды, человек 10. Это цех по декорациям тоже. Сколько человек, столько цехов, столько людей. И вот это все одно выходит вот в один такой прекрасный спектакль. И итогом, конечно же, являются аплодисменты зрителей, да, которые принимают и, скажем так, аплодисментами благодарят нас за нашу работу. Вот как-то так. Ну вот мы пришли в пошивочный цех. Здесь работает целая команда, минимум 10 человек. Здесь 3-4 человека, которые все краят, там, я не знаю, по размерам, да, все, а там уже шьют. Вот как раз здесь мои эскизы к спектаклю «Убийцы». Здесь только часть, правда. Каждому костюму мы вот так подбираем материал. Например, здесь белое, позолота там из чего. К примеру, здесь костюм смерти, она должна быть вот в костюме в таком черном. И мы выбрали к нему вот такой черный атлас. Здесь вечернее платье. Для него вот, например, черный бархат. И главная звезда Эльзада. Я корону уже показала. Полностью сделана просто из фетра. И сверху вот такое блестящее, чтобы она легко его могла накинуть. Мне всегда казалось, что как-то нас, женщин, художниц, да, немного, не то чтобы, я не знаю, это менталитет или воспитание наших мужчин, да, сейчас еще как-то более-менее это незаметно, но все-таки было такое отношение, но вот лучше бы дома сидела бы, там, я не знаю, дети, семья, не знаю, что-нибудь там, ну, преподавание, ладно, окей, да, там. Но с появлением как раз-таки моего супруга, да, который во всем меня поддерживает, во всем он просто говорит: делай, иди, давай. Что ты вообще на других смотришь? Не думай о других, не слушай. Я иногда начинаю: а если так скажут, а если это? Он говорит: нет, тебе нравится, ты хочешь, делай.
Я хочу, чтобы мои работы несли какую-то философию. Не просто какая-то картинка, да, которую просто повесили на стену. А для меня очень важно, чтобы человек, смотря на работу, к примеру, с картинами, да, получал какое-то такое не только эстетическое наслаждение, но и какую-то силу. Я верю в то, что работы несут такую энергию, да, и чтобы разгадывали, чтобы картина манила себя, чтобы заставляла думать, может быть, вдохновлять, придавать силы где-то, да? Ну, как-то так. Творчество — это не обязательно про картины, это не обязательно про выставки, это не обязательно про какую-то моду, не обязательно как ты выглядишь, да? Это сам процесс. Сам вообще вот как ты живешь творчески. Для меня вот творчество — это вот сама жизнь, как ты проживаешь каждый день.